Так, всем привитос, с вами Готот. Сегодня, в общем, обзор колоночки. Начнем с, скажем так, обратной разборки и сборки. И что нас здесь встречает? Первый такой вот аккумулятор. Указан он 1800 мА. Ну, я его, честно, разбирать не буду. Я доверяю, потому как это 18650. Тут, в принципе, для такой банки это хорошая емкость, нормально. То есть меньше особо тут, тем более фирма, в принципе, вроде смотрю, довольно качественная в плане сборки колонки. И, в общем, то есть видно, что не какая-то там китайская дичь. То есть, поэтому я им буду доверять, не буду это ничего потрошить, мне это как бы не надо. Мне главное было так просто заглянуть сюда одним глазом, посмотреть, что здесь, и, возможно, что-то улучшить. Ну, кое-что я тут улучшил, чего тут не было. Не было тут этих поролончиков на проводах. Тут, допустим, да, он крепился, что-то тут было, но тут нету, тут он может стукаться где-то здесь, я его тут закрепил. И так же самое, не было еще здесь поролончика, тоже на всякий случай закрепил, чтобы тоже не было никаких шумов. Потом, если внимательно можем присмотреться, то у нас есть здесь такая резиночка. То есть, когда у нас колонка соединяется, она герметична. И это хорошо. То есть, резинка у вас вот заводская, она многоразовая, скажем так. Если ее надо открутить, то не проблема потом обратно ее прифигачить. И не надо никакого тут силикона заливать, это хорошо. Так же самое у нас есть, видите, такая вот камера. Там, где наш идет разъем, Type-C, тут есть камера. И как видим, на плате, там где вот эта птичка, размещается такой поролончик. То есть он прижимается к этой камере, и вода, даже если она попадет, она не зайдет больше этого разъема. То есть на плату он не попадет. Но минус есть. Как видите, я тут тоже кое-что улучшил. Я тут добавил сюда клея. Заклеил тут и заклеил тут. Для чего это сделал? Потому что вода, допустим, если она сюда, ну, дальше не упадет, то сюда она, в принципе, может упасть, там дырочки были. Как бы все равно там это не так просто, она туда попадет, но если как-то она все попадет, то она сюда попадет. И тут это по-любому начнется гниение, соприкосновение, в общем. А тут еще такой, как видите, камера довольно глубокая, большая. Если тут еще прилично зальется воды, то она там очень долго может быть, потому как тяжело туда будет выбраться. И чтобы это все исключить, скажем так, я просто решил залить сюда все клеем так. И теперь она, даже если сюда попадет, она останется только в самом разъеме. То есть дальше она никак не проникнет вообще. Так же самое здесь еще есть, вот если присмотреться, соприкосновение идет нашего разъема с этим корпусом. И тут я уже не вижу никаких, по-моему, резиновых штучек, чтобы она там тоже была прилично. Ну, потому что тут не зря же сделали заглушку, как бы тут как бы все за все отвечает заглушка. Если заглушка, допустим, у вас закрыта, то она у вас, в принципе, довольно герметичная. Если она у вас где-то откроется, то как бы это уже ваша, скажем так, проблема. Да, но я решил еще до конца улучшить, и когда вот эту плату буду вставлять, сюда вот заклею чуток клеем, по кругу сделаю. И то есть она теперь точно как бы никак не упадет, только максимум, куда она может попасть, вода, это в разъем, если что. Даже если будет заглушка открыта. Ну, это так, это, скажем, не обязательно, это я так лично так сделал, просто, скажем так, ради того, что мне просто хочется так сделать. Что у нас по поводу динамика? Динамик у нас, в принципе, довольно неплохой здесь, приличный такой, неодиновый магнитик. Да, вот наша там подвесочка, давайте глянем. Ну, хотя не знаю, смысл ли есть, он такой маленький, что, в принципе, ну, такой black style. В общем, тут у нас, видите, пассивочки, динамик, то есть все хорошо. Также самое у нас здесь есть, вот как мы видим на плате, микрофончик. Где-то я его тут видел. Ну, в общем, он идет, вот он идет, да. Вот микрофончик идет. И вот наше идет уплотнительное кольцо такое, да. И тут оно есть еще вот здесь. То есть на колонке мы можем разговаривать, когда кто-то позвонит, да, ну и вот тут, в принципе, стоит такой материальчик, типа водонепроницаемый, я так понимаю. Тут тоже, чтобы вода никак не проникла. Ну, в общем, соблюдено все, скажем так. То есть герметичность у колоночки довольно хорошая. Сейчас давайте я поближе покажу вам платку со всеми ее компонентами. И обратная сторона.
Ну все, сейчас я подсоберу и навалим на ней звучок. Уже почти ее подсобрал. Осталось только затянуть, в общем, резиновый кожух, и все. Позаклеивал дополнительно еще сеточку. Она была приклеена только с 4 сторон. Здесь, здесь, здесь и здесь. Но я решил еще дополнительно проклеить ее чуточку по бокам здесь. Так немного наживить, чтобы никаких лишних призвуков вдруг не создавало. Ну и все. Можно сейчас натягивать и послушать, как она звучит уже в кожухе своем и, скажем так, как задумал это производитель.
Так, в общем, по моему нескромному мнению, эта колоночка очень хорошая. То есть у нее довольно приятный звук, какие вы, в общем, жанров музыки не слушали. В принципе, можно много жанров послушать. Так что для таких размеров это отличный вариантик. То есть она звучит довольно чисто, довольно звонко, несмотря на то, что решетка, там резинка, все дела, звучит она хорошо. То есть хороший конкурент, в общем, всякие там JBL и прочее. А с учетом еще цены, которая в 2 раза ниже, то это очень хороший, в общем, вариант для покупки. Кому надо какая-то компактная колоночка, да? То есть вот вам петелька подцепить можно куда-то кинуть. В общем, и все такие дела. Зарядка тут у нас идет Type-C-шка. То есть, да, спокойно можно зарядить, открыть. Водонепроницаемая она у нас. Так что вот такие вот клавишки есть. Повышение громкости, понижение, пауза. То есть, которые на ощупь хорошо нащупываются. Тут у нас сопряжение, в общем, Bluetooth. Тут кнопка включения-выключения. В общем, хорошая колоночка. Хорошо, что тут сделана решетка именно под резинкой. То есть, даже если она будет падать, эта железка не так быстро будет жмякаться и царапаться. А особенно насчет царапаться, это очень хорошо, хорошее решение, потому что царапаться она не будет. А это прекрасно. По басу она тоже вполне приличная для таких размеров. Так что хорошая замена каким-то JBL Go или другим колоночкам. В общем, советую колоночку. Хорошая колоночка, не пожалеете. Для таких размерчиков самое то по звуку. В общем, на свои деньги она, скажем так, отыгрывает. Аккумулятор тоже большой, 1800 мА. Для таких размеров, для одного динамика и прочее, это тоже с головой хватает. Заявлено 12 часов работы. Мощностью вроде бы 8 Вт. Ну, короче, в таких пределах. Так что все отлично. Колонку рекомендую. До новых встреч. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой и где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой, так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи.